Он не охотится, он не плавает самостоятельно, он даже не дышит по-настоящему. Его тело буквально растворяется в теле самки, сливается с ее плотью, становится частью нее навсегда. Он теряет глаза, теряет внутренние органы, теряет все, кроме семенников. И самка носит его в себе, иногда 6 одновременно, как живые резервуары с генетическим материалом. Это не фантастика, это самец удильщика. Прежде чем мы пойдем в глубину, буквально на 4 километра вниз, туда, куда не доходит ни один луч света, я должен сказать вам кое-что важное. Удильщик – существо, которое ученые долго не могли понять правильно. Первые биологи, поймавшие самку и описавшие ее, думали, самцов у этого вида не существует вообще. Потому что на теле самки они видели странные наросты, похожие на паразитов. Они и оказались правы. Это были самцы, просто уже бывшие самцы. Сегодня про все сразу. Про свет в кромешной темноте, про пасть, которая глотает добычу вдвое крупнее себя. Про существо, которое физически не может существовать отдельно, только как часть партнерши. Оставайтесь до конца. Ближе к середине вас ждет момент, который лично меня заставил перечитать дважды и отложить все остальное. Итак, кто такой удильщик на самом деле? Удильщики – это отряд лучеперых рыб. Больше 200 видов. Часть живет на небольших глубинах, несколько сотен метров. Но те, о ком мы говорим сегодня, глубоководные, цирацеевые, обитают там, куда свет не проникает вообще. Афатическая зона, абсолютная темнота, давление – десятки атмосфер, температура воды – около 2 градусов выше нуля, постоянно, круглый год, вечно. Самка вырастает до метра в длину, самец – максимум 3 сантиметра. Это не ошибка, самец удильщика в 30 раз меньше самки. Представьте кошку рядом с синим китом, разрыв примерно такой же в пересчете на массу. Именно это несоответствие – ключ ко всему, что делает удильщика одним из самых странных существ на планете. Но прежде чем мы дойдем до самца, нужно понять мир, в котором он живет. На глубине 1000 метров заканчивается все. Свет исчезает. Не становится тусклым, не мерцает вдали. Исчезает полностью. Солнечный фотон, который добирается до поверхности океана, проникает на 200 метров вниз и там умирает. Все, что ниже – вечная ночь, ни временная, ни сезонная. Она была такой миллионы лет до нас и останется такой миллионы лет после. Давление на километровой глубине – 100 атмосфер, на 2 километрах – 200. На 4, где обитают некоторые виды удильщиков, 400 атмосфер. Это значит, на каждый квадратный сантиметр тела давит столб воды весом в 400 килограммов. Человека расплющило бы мгновенно. Удильщику нормально. Еды здесь почти нет. Это не метафора. Глубоководная зона – один из самых бедных питанием регионов планеты. Сверху изредка падает морской снег, мертвая органика с верхних слоев, случайные трупы рыб. Все. Живая добыча встречается редко. Именно поэтому каждая встреча с едой критична, упустить нельзя. Именно поэтому у удильщика такая пасть. Посмотрите на удильщика. Если видели фотографию, вы поймете, о чем я. Если не видели, представьте пасть, которая занимает половину тела. Зубы длинные, прозрачные, загнутые внутрь. Они работают как ловушка. Добыча входит, выйти не может. Желудок растягивается. Не немного, радикально. Удильщик способен проглотить рыбу в 2 раза крупнее себя, буквально вдвое больше. Это как если бы кошка заглотила овцу целиком. Но как вообще охотиться в кромешной темноте? Как найти добычу, которой мало, в пространстве, которое бесконечно, и в условиях, где глаза почти бесполезны? Удильщик решил эту задачу так, что инженеры до сих пор не перестают изумляться. На голове у самки стержень. Вырост из черепа, который торчит вперед над пастью, как удочка, отсюда и название. На конце этого стержня, иллиций, висит мешочек, эска.
Внутри эски живут бактерии, особые биолюминесцентные. Они светятся постоянно, без перерыва, всю жизнь рыбы. Удильщик не производит свет сам, он его содержит. Эска — это аквариум с живыми фонарями, которые рыба носит на голове. Свет в абсолютной темноте работает как магнит. Любое существо, которое видит что-то светящееся на дне, инстинктивно идет проверить. Это может быть еда, это может быть партнер, это может быть выход к поверхности. Любопытство — базовый инстинкт выживания. Удильщик использует его против жертвы. Рыба медленно покачивает эской. Именно покачивает, не хаотично, а ритмично, как приманка на крючке рыбака. Исследования показали, разные виды удильщиков двигают эской по-разному. Один — медленными дугами, другой — короткими рывками, третий почти не двигает, просто держит свет перед пастью. Это не случайное поведение. Это охотничья техника, отточенная за миллионы лет. Жертва подплывает ближе, еще ближе. В какой-то момент она оказывается в зоне досягаемости. Дальше доли секунды. Пасть открывается так быстро, что создает перепад давления. Вода вместе с жертвой буквально всасывается внутрь. Жертва не успевает среагировать физически. Нервный импульс у большинства рыб просто не проходит за это время. Ловушка захлопнулась. Свет эски, кстати, удильщик умеет регулировать. Он может сделать его ярче, может приглушить, может мигать. В темноте, где не существует ничего другого, это абсолютное оружие. Именно поэтому некоторые виды удильщиков вообще не двигаются с места часами. Зачем тратить энергию на плавание, если добыча сама приходит к тебе? И вот здесь важный момент, к которому мы вернемся позже. Все, о чем я только что рассказал — эска, удочка, охота, свет — это самка. Только самка. Потому что самец удильщика устроен принципиально иначе. Настолько иначе, что когда ученые впервые его описали, они не поняли, что это вообще та же рыба. Первую самку глубоководного удильщика поймали в 1833 году. Описали, зарисовали, дали название. И следующие 80 лет, ученые не могли найти ни одного самца, вид у которого существуют только самки. Такое бывает, партеногенез, размножение без самца. Решили, наверное, именно так. В 1924 году исландский биолог Бjarni Sæmundsson поймал самку с двумя странными наростами на боку. Похоже на паразитов. Написал об этом, опубликовал, забыл. Через 2 года другой ученый, Чарльз Реган, взял ту же самку и посмотрел внимательнее. Нарост имел рот, имел зубы, имел жабры. Это был не паразит. Это был самец. Крошечный, прикрепленный к телу самки намертво, питающийся от ее кровотока. Реган написал в своей статье фразу, которая стала классикой зоологии. Самец удильщика – паразитический карлик, существование которого полностью зависит от самки. Он имел в виду это буквально. Вот как это работает. Самец вылупляется из икры нормальной рыбой. Крошечный, 3 сантиметра максимум, но рыбой. У него есть глаза, хорошо развитые, острые, для поиска самки в темноте. У него есть ноздри с огромными обонятельными луковицами, чтобы чуять феромоны самки на расстоянии. У него нет желудка, совсем. Самец не может есть самостоятельно. Он рождается с одной задачей и ограниченным запасом времени на ее выполнение – найти самку или умереть. Это не метафора и не преувеличение. Самец буквально умирает, если не находит самку достаточно быстро. У него нет ресурсов на долгое одиночное существование. И вот он плывет в абсолютной темноте, один, ориентируется на свет эски и на запах. Находит самку, существо в 30 раз крупнее себя, и кусает ее. Впивается зубами в бок. Это запускает одну из самых невероятных цепочек биологических событий на планете. Самец кусает самку, и в этот момент происходит нечто, для чего в биологии пришлось придумать отдельный термин. Не прикрепление, не симбиоз, половое слияние.
Научное название – облигатный паразитизм самца. Но это слова. Давайте по существу. Ткани самца в месте укуса начинают срастаться с тканями самки. Буквально. Клетки одного организма интегрируются в другой. Кровеносные сосуды соединяются. Самец переходит на питание напрямую из кровотока самки. Его собственный род становится ненужным. Он зарастает. Глаза атрофируются. Темнота. Зачем они? Внутренние органы деградируют один за другим. Печень, кишечник, мозг. Уменьшается до минимума, достаточного лишь для поддержания работы семенников. Самец перестает быть отдельным существом. Он становится органом. Вы когда-нибудь задумывались, что значит полностью потерять себя ради одной единственной функции? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, как вы это воспринимаете, как ужас или как совершенство природы. На теле одной самки может находиться до 6 самцов одновременно. 6 крошечных существ, вросших в ее плоть, живущих за ее счет, ждущих момента нереста. Когда самка готова к размножению, ее гормоны сигнализируют самцам. Те выделяют сперму. Самка выметывает икру. Не горстку, десятки тысяч икринок за один раз. Они собраны в длинную студенистую ленту, иногда до 10 метров длиной. Эта лента поднимается из глубины к поверхности, дрейфует в верхних слоях воды, где больше планктона, больше еды, больше света. Личинки вылупляются там, в совершенно другом мире. Не в темноте, на свету. Первые недели жизни удильщик проводит у поверхности. Крошечный, прозрачный, абсолютно не похожий на того монстра, которым станет. Питается планктоном, растет, потом опускается. Глубже и глубже, постепенно. Тело перестраивается под давление, под холод, под темноту. У самок начинает расти эска. У самцов увеличиваются обонятельные луковицы и глаза. Каждый готовится к своей роли. Момент, когда самец уходит в темноту искать самку, это, честно говоря, одна из самых пронзительных вещей во всей этой теме. Он рождается готовым к одной задаче. Он не знает ничего, кроме запаха и слабого мерцания в бесконечной черноте. И либо находит, либо нет. Шансы встречи двух особей в глубоководной зоне ничтожно малы. Океан огромен, глубина огромна, удильщиков мало. Именно поэтому слияние и стало эволюционным решением – найти один раз и не отпускать никогда. Но есть кое-что, о чем редко говорят в контексте удильщика. Его тело снаружи – такое же чудо инженерии, как и его биология изнутри. Кожа удильщика темно-коричневая, почти черная. Не случайно. В темноте любое отражение света – демаскировка. Черная кожа поглощает даже биолюминесцентный свет других существ. Удильщик невидим в своей среде настолько, насколько это вообще возможно для живого существа. Боковая линия – орган чувств, которого у человека нет вообще. У удильщика развита исключительно. Она чувствует колебания воды. Малейшие движения в радиусе нескольких метров. В мире без света – это глаза. Лучше, чем глаза, потому что работает в любом направлении одновременно, не требует освещения и не обманывается тенью. Зубы удильщика прозрачные. Это не украшение. Прозрачный зуб не отбрасывает тень, не отражает свет эски и не предупреждает жертву о том, что она уже внутри ловушки. Есть удильщики мелководные. Морской черт Лофиус пискаториус живет на глубине до 1000 метров, но часто встречается и на 200. Он лежит на дне, плоский, покрытый кожными лоскутами, похожими на водоросли. Его эска – простой мясистый отросток без свечения. Ему свет не нужен, на мелководье и так достаточно. Он просто ждет. Неподвижно, иногда часами. Морской черт – промысловая рыба, его едят. Во Франции он называется лотте и считается деликатесом. В Испании – рапе, подается в ресторанах с мишленовскими звездами. Хвостовая часть плотная, белая, почти без костей. По текстуре напоминает омара.
То, что мы только что обсуждали, эта пасть, эти зубы, оказывается на вашей тарелке под названием «рыба-монах». Меня это, честно говоря, каждый раз останавливает. Существо из абсолютной темноты, с прозрачными зубами и живым фонарем на голове. И оно в меню. Глубоководные виды никогда не поднимаются к поверхности живыми. Давление, в котором они живут, несовместимо с поверхностными условиями. Первые живые глубоководные удильщики были сняты на видео только в 2004 году. До этого только мертвые экземпляры, поднятые тралами, уже деформированные давлением. Мы изучали это существо 170 лет по трупам. Первая видеозапись живого глубоководного удильщика в естественной среде – 2004 год, Атлантический океан, глубина около 800 метров. Исследователи опустили камеру и увидели его висящим в воде совершенно неподвижно с мерцающей эской. Он не плыл, не охотился активно, просто висел. Рекордная глубина обитания удильщиков – около 4000 метров. Там давление 400 атмосфер. Там температура не меняется никогда. Там нет сезонов, нет дня и ночи, нет никаких внешних ориентиров времени. Удильщик живет вне времени в буквальном смысле. Его мир один и тот же каждую секунду последние сотни миллионов лет. И вот что самое поразительное в этом существе с точки зрения эволюции. Удильщик существует примерно 130 миллионов лет. Это меловой период. Динозавры еще живы. Континенты стоят не там, где сейчас. Атлантического океана в современном виде не существует. А удильщик уже есть. Уже такой. Уже с эской, с прозрачными зубами, с растягивающимся желудком. За 130 миллионов лет он почти не изменился. 5 массовых вымираний. Падение астероида, уничтожившего динозавров. Ледниковые периоды, менявшие уровень мирового океана на сотни метров. Появление и исчезновение тысяч видов над ним. Удильщик пережил все это на своей глубине и остался собой. Это называется эволюционный стазис, когда среда настолько стабильна, что любое изменение только хуже. Глубина не меняется, холод не меняется, темнота не меняется. Эволюционное давление минимально. Работающие решения не трогают. Подождите, это подводит нас к главному вопросу всей темы. Если удильщик так идеально приспособлен, почему мы знаем о нем так мало? Почему первую живую съемку получили только в 2004 году? Почему до сих пор описывают новые виды? Потому что глубина океана – последнее настоящее белое пятно на карте Земли. Мы исследовали меньше 20% мирового океана. Ни глубины, вообще океана. Глубоководная зона изучена еще хуже. По некоторым оценкам, мы описали от 5 до 10% всех видов, которые там обитают. Остальное неизвестно. Не плохо изучено, именно неизвестно. Каждая экспедиция с глубоководными аппаратами возвращает новые виды. Иногда по несколько за одно погружение. В 2020 году у берегов Австралии подняли удильщика неизвестного вида. Самка с 3 прикрепленными самцами, схема слияния которых отличалась от всех описанных ранее. Новый вид, новая механика. Через 190 лет после первого описания отряда. Честно говоря, вот это место в этой теме зацепило меня больше всего. Не паразитизм самца, не свет в темноте, а то, что это существо жило рядом с нами, под нами, 130 миллионов лет. И мы до сих пор не знаем, сколько их видов. Не знаем точно, как они размножаются во всех деталях. Не знаем, сколько живут. Океан хранит их так же надежно, как они хранят темноту. Но кое-что мы все-таки взяли у удильщика. Точнее, у тех бактерий, которые живут в его эске. Биолюминесценция, способность живых существ производить свет, изучается уже больше 100 лет. Но именно глубоководные организмы, в том числе симбионты удильщика, дали науке один из самых ценных инструментов последних десятилетий. Люциферин и люцифераза
Молекулы, отвечающие за биологическое свечение, сегодня используются в медицинских лабораториях по всему миру. Вот как это работает. Ученые встраивают ген биолюминесценции в клетку, за которой нужно наблюдать. Опухолевую, например, или бактериальную. Клетка начинает светиться. Ее можно отслеживать в живом организме в реальном времени, без вскрытия, без травмы, без окрашивания. Просто свет изнутри. Этот метод используется при изучении онкологии, при разработке антибиотиков, при исследовании нейронных связей в мозге. Буквально, свет удильщика помогает нам понять, как работает рак. 90% всех живых существ в океане глубже 200 метров биолюминесцентны. Это не редкость, это норма для глубины. Удильщик – просто самый известный из них, потому что его фонарь торчит прямо перед мордой. Есть еще одна вещь, которую удильщик преподал ученым, уже в области иммунологии. Помните, иммунная система самки не отторгает самца. У нее отсутствуют гены, ответственные за распознавание чужеродной ткани. Это открытие, сделанное в 2020 году группой ученых из Вашингтонского университета, перевернуло представление о том, насколько гибкой может быть иммунная система позвоночных. До этого считалось, позвоночное животное без полноценного адаптивного иммунитета не жизнеспособно. Удильщик доказал обратное. Он живет, размножается, существует 130 миллионов лет. Без иммунной защиты, которую мы считали обязательной. Это открытие уже обсуждается в контексте трансплантологии. Если природа нашла способ отключить отторжение, может быть, и медицина сможет. Не копируя механизм буквально, но понимая принцип. Знали ли вы об этом до сегодняшнего ролика? Напишите. Мне правда интересно, потому что я сам узнал об иммунологии удильщика совсем недавно и долго не мог поверить, что это реальное исследование, а не научная фантастика. И все-таки мы добрались до финала. До того, с чего надо было бы начать, если бы хотели рассказать все самое главное за 1 минуту. Вернемся к самцу, к тому крошечному существу, которое рождается без желудка, с одной задачей и без права на второй шанс. Подумайте об этом иначе, не как о паразитизме, как о стратегии. В мире, где темнота абсолютна, еды почти нет, а встретить партнера событие маловероятное настолько, что эволюция не могла на него рассчитывать, самец удильщика выбрал единственно возможное решение. Не бороться за выживание в одиночку, не конкурировать с самкой за ресурсы, стать частью нее. Отдать все, что есть, кроме единственного, ради чего существует. Это не жертва в человеческом смысле. Это математика. 2 организма, которые тратят ресурсы раздельно, проигрывают. Один организм, в котором самка охотится и питает, а самец обеспечивает генетическое разнообразие, выигрывает. 130 миллионов лет – доказательство того, что расчет верен. Но есть в этом что-то, что трудно обойти стороной. Самец удильщика – единственное позвоночное существо на Земле, которое буквально перестает быть собой ради продолжения рода. Не метафорически, физически. Его личность, если можно так выразиться, растворяется. Остается функция. Нигде больше в природе позвоночных такого нет. Насекомые, да, там есть похожие механизмы. Но рыба – существо с позвоночником, с нервной системой, с органами чувств, и оно добровольно, в силу эволюционной программы, отказывается от всего этого. Изменился ли ваш взгляд на удильщика после этого? Расскажите в комментариях. Потому что я заметил, люди реагируют на эту историю очень по-разному. Одни говорят «ужас», другие «гениально», третьи долго молчат. И все 3 реакции, честно говоря, правильные. Осталось одно, самое короткое и самое важное. Вначале я сказал, он теряет глаза, органы, мозг. Становится частью самки. Носит ее в себе или она носит его. Вот чего я не сказал. Он находит ее в абсолютной темноте. В океане, который больше всей суши планеты вместе взятой. На глубине, где нет ни одного ориентира. Один. Без еды, без времени,
по запаху и слабому свету. И находит. Каждый раз находит. Иначе нас бы здесь не было. Этого разговора не было бы. Потому что вид исчез бы 100 миллионов лет назад. Где-то прямо сейчас, на 4 километрах глубины, в кромешной темноте и ледяной воде, крошечный самец плывет на свет. Он не знает, что над ним океан, корабли, города, 7 миллиардов людей. Он знает только одно – где-то там мерцает огонь. И он должен до него добраться. Просто удильщик.